Так, Астралис, нет, Виталити против Астралис, Оверпас. Отлично. Вот этого я не ожидал. Вот в моем понимании Apex всегда играл Оверпас достаточно удовлетворительно, скажем так. Почему? Ну, потому что просто в его командах, возможно, не было подходящих игроков, он был непризнанный гений, мы этого не знаем и не узнаем, или узнаем, вот, неважно. Что хочу сказать по Оверпасу. Карта супер сложная для обычного обывателя. Нужен опыт. У нас есть всегда первая линия, да, за атаку, которую хочется занять. У нас есть вторая линия за атаку. Это вот первая, это вторая. И, ну, третья это уже план, да, грубо говоря, вот здесь давайте нарисуем. Это теория, это простая теория. Она заключается в одной простой вещи. Это про план, да, сейчас речь. Музыку выключаю. Она заключается в том, что первое, это где вас могут подъебать контры. И вам нужно ее пройти без подъебов. Вторая, это то, откуда вы можете раскинуть или фейкануть. Вот эти споты, да, вот это перед подвалом, вот это. Вот отсюда, бусты и так далее. Почему смог, да, именно сюда кидают контры на прогейминге? Потому что это, так скажем, вторая линия, да, это та самая линия, после которой уже идет заход в план. И третья линия, это непосредственно сам заход, и самое важное в второй и третьей линии, что все шаги вот отсюда, их все слышно на стяжке. И наоборот. Это позиция, с которой в том числе, вторая линия, да, именно толчки, длину не берем, откуда слышно все. И контрам, и атаки. И отсюда идут бесконечные наебы друг друга. Их настолько много, что если писать списком, да, на оверпассе, сколько бывает наебов, то у нас выйдет целая книга. Вот просто и все. Подвал, двустороннюю линию. Подвал это не двусторонняя линия. Подвал это стяжка атаки. Что такое стяжка атаки? Стяжка атаки это позиция, откуда мы вот на второй линии, давайте вот она. Мы на второй линии, вот она двоечка. Мы раскидываем точку А, смог банк, смог хелпа, молик тачка, флешки, один чел заходит, а тройка, например, идет сюда и очень быстро оказывается в шорте. Потому что эта единица, да и даже какая-то часть из этой тройки слышит, что третий Б, что сделал? Ушел на А. Правильно? Вот, поэтому что такое подвал? Подвал это наша ротация. Подвал это ротация как за защиту в спину, так и для атаки. Это быстрый разворот. Это одна из самых ключевых зон. Ведь подумайте, сколько вы будете разворачиваться вот отсюда тройкой до монстра, и сколько вы будете разворачиваться через подвал. Но это все часть теории за атаку, которую мы с вами, к сожалению, из-за того, что я долбоеб, еще не сделали. Мы обязательно этим займемся. Поэтому давайте смотреть, что у нас нашифровали дяди из Виталити. Я вижу 5 арморов, и мне уже плохо. В хорошем или в плохом смысле решать только вам. Так, ну что ж, поехали. 5 арморов. Это, конечно, какая-то чудесная история. Так, вот что касается шагов на оверпассе. Первый для вас и ярчайший пример шагов. Он услышал шаг здесь. Если вы хотите собрать больше информации, вы можете в начале раунда приходить сюда и слушать вот этот участок карты. Вот с этого угла. Это первый тип, который мы с вами же видим. При этом, что делают Астралис? Астралис делают писик из 2033 года. Они на пистолетке разбивают подвалы, тем самым не хотят, чтобы Виталити здесь спокойно могли шляться. Будут сейчас это все отыгрывать. Блять, как я обожаю Виталити за это. Просто посмотрите на это. Это, знаете, типа 4.19, а это 4.20. Бля, я вот обожаю Виталити за это. Господи, насколько же это крутые чуваки. Вот, ну, я не знаю, как они здесь не убили никого. Это какое-то природное чудо произошло на карте Оверпасс. Природа очистилась. Ну, никто не погиб в этой перестрелке сумасшедшей. И Виталити уже скомпрометирован на воде. Это знают остальные члены команды. Зайву занял так называемую первую линию. Будет проверять длину для команды. Да, так и есть. Теперь у нас стоит вопрос о курилке. Надо эту зону тоже проверить. Полностью Зайву ее проверяет. Гранат нет. Я считаю, что эту пистолетку Виталити должны проигрывать. Причем обратите внимание на то, что делают Астралис. Они не отдают воду. Они не отдают воду, они делают буст в пленту для того, чтобы что? Для того, чтобы еще подвал смотреть. Чуть ли не в 3D, блядь. В моменте, да? Вот. И, конечно же, такие вещи, это вау. Тут вот момент, да? Получается, что все спалились в подвале тишина. На монстра они вообще забили. И тут вот надо просто сейчас, да. Вот нужно сейчас
Окей, они поднимались наверх, какое-то большое затишье. Надо забрать монстр. А, ну все. Тут уже толпа, посмотрите, бежит. Ну, гранат нет, должны Виталити проигрывать, пистик. Да, должна, да. Ну вот, знаете, вот это именно тот апекс, которого я привык видеть на оверпассе. Это вот пистолетки без гранат выигрываются на фейсте следующим образом. Но не на прогейминге. Один в трубу, или вот здесь, или там сверху. 4 с дикоями бегут в длину, берут файт здесь, кидают дикои и через подвал бегут на Б, а вот эта единичка подсасывается вот так. Вот пистолетки для фейста. А тут вот как бы... ну ладно, блядь. Окей. Он еще и бомбу поставит. Но это не... Это, знаете, есть демон, а есть Димон. Вот это вот что-то она... Я не знаю, это Димон или демон был? Ну ладно, поехали. Так, молотов на детскую. Ну, я 1000 раз я уже в своем гайде показывал. Наверное, тут... О, кстати, вот смог. Все, что нужно опорнику А, прямо сейчас кидает Штайр. Устраиваемся по этой линии. По кроне дерева кидаем смог с 2 кнопок. Сразу встаем сюда и вот так кидаем молик на детскую. Давайте посмотрим, насколько хорошо он тренировал эти гранаты. Великолепно! Белиссимо, дорогие друзья! Мгм. Так, окей, антираша выполнен. Вопрос, что по Б было? Как по Б стартовали? Ага, Хукси у нас с МП-7 хуярит уже вот так вот. А Яби... Яби. Молик на ходу не стал кидать. Почему? Это какой-то волшебный молик, который не потушить. Но это глубокий достаточно молик. Можете тоже на будущее изучить. Чем хорош именно такой молик? Хорош он тем, что игрок атаки вынужден его тушить в трубе. И, соответственно, это будет впуклый дым, с которого очень тяжело выйти. Поэтому давайте посмотрим за Яби. Дядя Яби. Встаем перед дверью и кидаем правее от какого-то пятна, при этом это W jump throw. Ой, хороший молик, отличный, я бы даже сказал. Ну и понятное дело, там разбитый подвал. Угу. Все, вся информация собрана, вода наша. Третий может на Б смело уходить, на А смело уходить. Но из-за того, что Виталити двигаются шифтом, кидают еще один смог, да, на монстр Хукси отдает. Он отдает этот смог сюда сейчас, потому что на А слишком большое затишье. И даже несмотря на то, что никого нету в шарте, это все равно может быть атака, там условно 4-3 игрока на монстре, поэтому мы обязаны продлить смог. У нас нет специнфы. Так. Ну, вот этот угол, это жопа какая-то, наверное. Что-то кажется, что ему просто с одной въебашат. Ну, мне так кажется. Все, третий пришел А. На Б есть еще один смог. Его нужно как можно дольше сейвить. При этом здесь супер круто получается. Это кто у нас? Это Штайр. Штайр обновляет смог монстра, да? Нет. Да. Обновляет стан. Пока он долетит, получается, ну, скажем, к минуте, получается 40 секунд. И теперь у нас 4 смока на Б. За Б-плант мы особо не фанимся, потому что здесь, там, условно, до 29 секунды, ну, окей, даже, ну, давайте до 29, да, сейчас скажу точно. Ну да, тут чуть ли до 20 секунды вообще абсолютно никакого фона. Это очень круто. Девайс все-таки одного, да, убил? Ну, вот это вот я такие споты не люблю, это какая-то хуйта. Альмази. О. Ай, не убежать, говно спот. Ну ладно. Так, хороший вопрос. Разработку обсуждали, антиимпут коробка, я понял. То есть, когда у тебя плееры говорят, что под А тихо, то стоит кидать смог ебало монстр. Абсолютно верно, дружище. Ты просто гений. Ты просто гений. Ты в хорошем смысле прав. И уже вот по Б тут Фукси скидывает смог. Еще один, аж 3А будут принимать сейчас Астралис. Ручки затряслись. Это же Виталити. Вы там чуть ли не 4А стоите и на 4 даете один фраг. Ну, какой-то кринжарик пока что происходит. Просто сгорает в нулину. Ёп, твою налево. Ладно. Ну, что тут сказать? Что тут сказать? Наверное, вот этот Молотов за Xbox, это с флешкой, это, наверное, это самое крутое, что сделали в этом раунде Vitality. Ну, одно, вот, наверное, это вот именно вот эти гранаты, которые кидаются вот подобным образом.
Смотрите просто на Штайра. И, наверное, одно из вторых самых крутых действий, которые вы можете сделать на карте Оверпас против сильных оппонентов, это смотрим за Яби, смотрим смог и блокируем его. Блокируем этот смог. Из-за того, что смог мы блокируем, у нас появляется сумасшедшее большое количество возможностей всяких фанвейчиков, помутиться, пожить, и стенка от кабины до хелпы. Это очень круто, и оно того стоит. Да. Ну, к сожалению, дали жидкого, игроки отправились, с кем не бывает. Ну что ж, дорогие друзья, маленькая рекламная пауза. Хотел бы вам напомнить про такую замечательную программу, как Exit Lag, которая позволяет вам, благодаря тому, что использует искусственный интеллект и свои личные узлы связи, улучшить ваш пинг от вашего провайдера до сервера. Особенно это касается немецких серверов на фейсе, с которыми сейчас у нас в последнее время проблемы, и зайти туда почему-то тяжело, многие получают баны. Ну и, конечно же, вы сможете снизить пинг, если вы живете достаточно далеко от сервера, потому что Exit Lag использует самые оптимальные маршруты от вас до сервера игры. И я вам немножечко продемонстрирую, что нужно сделать здесь для того, чтобы эта программа работала у вас на полную. В правом верхнем углу в поиске находите Counter-Strike 2. Он предложит вам автоматически выбрать сервер Европу. Так и поступайте. И просто после этого заходите в игру. Главное, смотрите, чтобы тумблер был включен. Если же с немецкими серверами есть какие-либо проблемы, вы выходите из игры. Здесь выбираете, пишите в поиске DE и выбираете сервер другой, который больше подойдет вам, и пинг у вас с ним будет меньше. Обычно Фейст использует Фалькенштейн или Франкфурт, но я все же рекомендую пользоваться Европа Автомат. Также вы сможете заходить в Discord, если у вас с этим есть какие-либо трудности. Также включайте тумблер, перед этим ищите в поиске. Ну, я лично использую сервер Лондон, вы можете использовать любой другой. Также любые проблемы с Дискордом пропадут, поэтому крайне вам рекомендую по промокоду для первой покупки Jerry CS2 купить Exit Lag со скидкой целых 50%, а мы с вами продолжаем. Ладно, давайте смотреть про то, как правильно давать буст на точке Б. Тоже одна из самых горячо обсуждаемых тем. Как же все-таки дать буст? Буст нужно дать вот так. Вот так. Я что с вами? Их руки трясутся. И именно за стенкой игрок должен встать. Почему за стенкой? Потому что когда он встает за стенкой, что происходит? Оп, правильно, его не видно. Это важно. И теперь смотрим на то, как это контрить. Если вы опытный игрок Б. Смотрим за паком на Б. Пам-пам-пам-пам-пам. Молотов. Аут. Джамп. Так, аешечка. Так, встаем примерно около вот этого кусочка граффити. У ушка. Встаем у ушка, целуем ушко. Разворачиваемся. Находим третью, ну, вторую, получается, вот эту решетку. И с хорошего разбега даем по голове самым умникам, которые пытаются сделать какой-то буст. Это одна из, наверное, самых классических историй, которая может произойти на карте Overpass. Все, буст сделали, по башке получили. Подвал, как вы видите, не разбит. Это позволяет игрокам атаки абсолютно спокойно здесь двигаться, все проверять. Я буду меньше сейчас деталей именно гранатам уделять, больше деталей происходящему. Мы с вами сделаем не один разбор оверпаса. Все вы поймете, все на этой карте у вас станет на свои места. Сейчас пока просто смотрим за какими-то интересными вещами, которые можно делать просто на овере соло практически. Так, еще одно обновление смока на монстр. Считаем смоки. Если мы игрок П, мы всегда должны говорить, сколько смоков потратили на монстр. Потому что если на монстре кончатся смоки, то вот эта самая ротация, про которую я вам рассказывал, станет невероятно эффективной. Так. И давайте смотреть. Ну, здесь я считаю, что вот, например, Штайр, он мертвяк. Он здесь. Ну, он пытается захалявить и пизды получает. Коллектив Виталити это ждет, да? То есть, что здесь произошло? Здесь постоянно это будет происходить. Это, знаете, это туалетные лабиринты. Это так называемые туалетные лабиринты. Здесь происходят всякие непотребства и блядства. Например,
Вы с тиммейтами хотите проверить курилку, забегаете в курилку, идете дальше на длину и умираете в спину. Блять, как так, нахуй? Чтобы этого избежать, нужно просто понимать, что это блядские лабиринты. И здесь происходят страшные вещи. Мы проверили курилку, развернулись и ждем, что какой-то дядя Петя попробует нас бэкстапнуть. И он просто заходит на прицел. Удобно. Но это будет происходить с вами только тогда, когда вы осознаете то, что когда вы здесь топаете и заходите чекать лево или заходите чекать право, всегда может быть какой-то хуебес, Самат, сори, который попробует зайти к вам в спину. Особенно это актуально на форсах. Поэтому находитесь в блядских лабиринтах, держите концентрацию и фокус. Это место, где постоянно всех подъебывают. Ну и все, и тут уже Виталити как бы понимают, что надо просто пятером пойти в точку, раскинуть, никакого портвейна, все проверяют. Подходят в упор. Этим вообще все равно. Они до сих пор 3Б и можно мотать раунд. Неинтересно. Так, и у нас осталось 4 армора, которые давайте посмотрим, как попытаются реализовать Астралис. В этот раз 4А. А и Астралис. Настройки графики. А там есть команда в этом боте. А, это в подвале. Смотрите, здесь вот мы все-таки с вами встретились с важным моментом, важным аспектом. Это 2 молика в подвал. Первый молик для того, чтобы вас не могли пикнуть. Второй молик, чтобы безопасно пройти сюда. Смотрим на геймплей Лорда Хукси. Так, ща, подъебу. Блядь. Самое важное здесь, это выучить молик, который не позволит оппоненту стоять вот здесь на ступеньке и вас убивать. Давайте посмотрим, как Флеймзи его кидает. Мизи, да? Или Флеймзи? Кто кидал-то? Мизи кидал. Молик упал. Так, как кинуть хороший молотов наверх. Хороший разбег и примерно в эту часть стены. И тогда оппонент не сможет стоять здесь и подъебывать вас. И безопасно мы занимаем подвал. При этом здесь интересная идея. Получается, под занятие подвала, там еще и Хукси подгорел, сразу идет информация, что пистолеты стакнули в подвале, и как бы тут засада 2 на длине, да? Вот. Засада 2 на длине, это очень круто, очень приятно, но это нихуя не засада, я ошибся в своем высказывании, это просто попытка захалявить, там Зайву сейчас просто ебальники сломает им. Понял? Зайву падает. Мы просто на Б реактим. Ну да, забейте. Не особо интересный раунд, но с моликами разобрались. Следующий турнир в Бласте. На ютубе все будет, ребята, все будет. Так, изучаем молик шорт еще раз. Молик с 2 кнопок кидается, напомню вам. В этот раз хаешка на бочке от Робса. Робс сегодня кормит. Спасибо тебе, дядя Робс. Робс кормит сегодня гранатами, ребята. Так, до этого мы видели хаешку на буст. Теперь мы смотрим на хаешку на бочке. Встаем подобным образом. Ставим прицел. А, нет, это за столб. Нет, он на бочке же хочет кинуть. Здесь по чуйке надо научиться кидать. Это надо просто зайти на сервер покидать, и это будет хае на бочке. Там сейчас никого не окажется. Или все-таки я бескушает подарочек. Тоже вот одна из, наверное, классически важных гранат. И давайте немножко вернемся назад. Смотрим на антираж. Хук все очень лениво отыгрывает антираж. Камеру вниз хотя бы повернул бы от флешки. Или отвернул бы, там повернул, отвернул на выбор. Да, вообще как-то очень лениво. Привет, можешь ПЖ помочь с фиси от Не могу, поддержки? Она не дружище. отвечает, иначе меня могут забанить. Брат, не могу. К сожалению, они разрешают помогать только людям с галочкой. Эти гранаты можно спамить каждый раунд? Да, брат, да, брат. Вот особенно хае на бочке. Знаешь, что самое смешное? Что игра на Б — это игрок атаки, который дрессирует контров. Он дрессирует, что не ходи на бочке, минус 50 начнешь. Чел думает, бля, короче, начну на фанере. А потом ты приходишь сюда, вот к этой решетке, тоже выучиваешь ориентир под глазом, с хорошего разбега кидаешь хаешку на фанеру. И чел в ахуе. Просто это, ну, это, я говорю, отдельная тема для разговора, но оверпас у нас уйдет огромное количество времени, поэтому давайте просто смотреть на то, что делает пока команда с точки зрения макро. Опять у нас подвал, при этом быстрый, наглый, опасный, по такой траектории, чтобы не нашили, очень флеймзи рискует. Старт 3Б на А, когда мы играем 3Б, важно стоять в какой-то комбинации. О, что это за угол такой был у Штейра? Почему его не дочекали? Это какая-то фишка? В натуре фишка. Смотрите, что творит. Ты что делаешь? Ты что делаешь? В рот мне ноги. Ага.
Еще раз экрана FlameZ. Мне кажется, это можно увидеть, если ты к этому готов. Но FlameZ уже посмотрел, уже готов будет в следующей игре, уверен. Так, пошел распики. Да, там можно его увидеть. Причем даже лучше, чем он увидит тебя. Ну, и такое тяжело дочекать. Дебют Фальконов, да, мы уже разбирали. Это, кстати, сейчас важнейшая информация от Штейра. Он сейчас сказал, что они прошли на банан, и они не знают, что я знаю. Следовательно, Apex под эту информацию, точнее не Apex, а FlameZ сейчас, так как не встретил сопротивления, дает кол Apex о том, что мы прошли банан без инфы, можно стартануть сразу со второй линии без инфы. А это, в свою очередь, означает, что тогда третий Б, так как мы до второй линии дошли без инфы, не успеет прийти просто физически. И поэтому, правильно, он свою команду зовет сюда, чтобы со второй линии стартануть вместе. А у Астралис преимущество. Ведь Штейр что сказал? Они прошли на банан, они не знают, что я знаю. И сейчас просто нужно это отыграть, нужно просто прийти с авиком и просто дать легкий фраг. Бам. Ну, какого хуя Стаун умирает? Ну что это? Что происходит? Как они это делают? Да. Не, чувак, серьезно. Это какой-то отец натрия премиум. Я просто охуею. Я просто... Да, я шокирован. Да, я в ахуе. Ну, это скилл. Знаете, вот здесь Астралис должны были этот раунд выигрывать. Ну, типа, они бы выиграли, наверное, против почти любой команды, но не против Vitality. Потому что они все еще идут шифтом. Смотри, они все еще идут шифтом. Контакт. Смотри, что Заю делает. Он проверяет. И я говорю, это блядские туалеты, здесь надо чувствовать. Здесь надо чувствовать, когда кто пойдет тебя обходить, когда куда смотреть. Это только наигрыш. Ну и, конечно же, вот это. Да, то есть вот такая вот флешка, фейк-флешка, бам-бам. Здорово, дружище, ёпта. Все, ГГ, спасибо, наигрались. Вау! Остановите, пожалуйста, эту машину. Это просто какая-то жесть. Ладно, продолжаем. Так, в этот раз у нас вариант антиэка, где аж 2 игрока идут в шорт. Давайте ознакомимся с флешками, которые накидывает уважаемый Заю. Где же ты, брат? Первая флеш, вторая флеш, третья флеш докидочная подобрана. 2 отличные флешки, которые не слепят своих. Максимально палимся и уходим с этой флешкой. Потому что вода занята, рапса посадили на... Не знаю, называйте как хотите, мы это раньше говно называли. Это, да, это вот так вот было. И здесь сетап интересный. Капитан плюс люркер классический. Сетап против выбивания работает следующим образом. Люди начинают забегать сюда. Например, могут кинуть сюда молик или хаешку. Видят, что здесь никого нету и пытаются задавить рапса. Ропс просто смотрит на себя и получается просто сумасшедший кроссфайр. Давайте посмотрим, получится ли реализовать в моменте против ретейка шорта эту комбину, которую только что хотел сыграть Apex, но все-таки понял, что монстр смог закончился, и он оставляет рапса, уходит. Ага, вот, кстати, ретейк шорта пошел. Ну, это смех какой-то. Я, знаете, вот если бы они кидали первую флеш вот такую, вот Хукси надо поработать над этим моментом. А вторую флеш вот сюда, дружище. Вот сюда. Чтобы когда твои тиммейты выбегали... Он просто 2 в шорт ебанул. Ну, это смерть. Это, знаете, вот то, что они сейчас сделали, это такой, это рофлоупорный элемент. Это рофлоупорный элемент, забейте. Сейчас надо просто выходить, смока на монстре нет, ладно, это... Ага, окей. Здесь тоже классику применяем, да? Если нас сплитуют с 2 сторон, и у нас слабые ганы, нам неудобно драться против этих 2 стрелочек, давайте просто разобьем одну. И разобьем сплит. В принципе, они это и сделали, но все равно слишком тяжело. У этого парня сегодня уже 5-й ММ подряд. И у этого парня 5-й ММ подряд. Но есть нюанс. Тот, что веселый, может и не выиграл, но выполнил задание в пари пас.
А этот парень, он просто еще не видел эту рекламу. Регистрируйся в Пари Пас сейчас. Просто продолжай играть и получай в награду скины и ценные призы. Так, продолжаем. Путешествие девайса по карте Overpass. Кайфует мужик под аплантом. И кажется, это будет за пикми. Да, яй-яй, а тут элемент против этого. Как же Виталити ебут. Так, ладно. Один из вариантов отыгрыша меда, когда мы подозреваем, что игроки защиты захотят нас подъебать на третьей линии. И мы не хотим с ними играть в долгую, мы просто хотим зайти и дать им пизды. На ваших экранах, дорогие друзья. Ну, во-первых, хочу отметить, что на карте Overpass очень легко ранбуститься об своих тиммейтов. Как это сделать, вы можете увидеть прямо сейчас на своих экранах. Подобным образом получаем ранбуст. Благодаря тому, что мы получаем ранбуст вот такой вот, мы можем смело бежать сюда и пытаться убить чела, который что-то хочет кинуть или пикнуть. Смотрим, как это с экрана за его выглядит после такого ранбуста. Он ничего даже в руки брать не будет, он очень быстро оказывается здесь. И его тиммейт также. И смотрим на тиммейта Апекса. Что он должен сделать под первых двух бегущих? Правильно, он должен кинуть две флешки, как вы видите сейчас на экране. Смотрим на Штайра. Доброе утро, дружище. Еще раз посмотрите на Штайра, как же его попустили. Он просто не понимает, где он нахуй находится. А теперь посмотрите на Зайву, который с абсолютной легкостью и радостью расправляется со Штайром. Оп. Оп. Здорово, дружище. Как дела у тебя? Вот так вот. Это один из вариантов борьбы. Против контров, которые пытаются вас подъебать на третьей линии. И также один из вариантов столкновения. Достаточно качественного. Джерри, у меня маленький вопрос. Начал больше думать КС, но есть маленькая проблема. Раньше у меня была хорошая стрельба, но из-за того, что я больше смотрю на карту или пытаюсь колить, у меня прям страдает стрельба. Вопрос, как это можно совместить, чтобы была хорошая стрельба, хорошая микра. Тебе нужно больше осознанности к своей микре и научиться колить только нужные вещи, а не все подряд. Соответственно, когда ты начнешь это делать, у тебя начнут в голове формироваться новые нейронные связи, и ты научишься мультизадачности. Чем больше твой скилл мультизадачности, тем лучше ты сможешь совмещать эти вещи. К сожалению, это разные задачи, и они действительно сложные. Бро, ну, я понимаю, что я как бы поддержка пояс тормошнит, но я ничего не могу сделать, брат. Вот это лишак. Почему лишак? Потому что это, ну, как бы забег, да, то есть мы начинаем забегивать оппонентов. Чем опасна вторая линия? Опасно тем, что на второй линии может стоять вот так просто авик. Вот так вот. Вот он именно на нее, видите, бежит. И просто вот так вас убивать. Поэтому для продвижения ко второй линии всегда используют вот этот смог. Представьте, что здесь лежит смог, девайс ничего не видит. Он вынужден пикать отсюда, здесь пролетает флешка, он слепнет. И как бы мы работаем с картой. Здесь просто Виталити уже чувствует, что они оставили для них это просто корм. И они начинают себе позволять вот такие вот истории, да, делать вот эти забеги. Да? То есть сейчас FlameZ рискует. Ловит плохой тайминг, все равно как-то выживает. И должен помогать вроде Стауна. Стаун тут выжигает с двух сторон. Уже Яби приходит. И вот у Хукси здесь бой с тенью против Рапса. Ну, видите, они здесь вот просто вот ползают. Но, например, вот сейчас Апекс, да, вот он жестко, да, делает. Он знает, что АВП находится тут. Он знает, что игрок в подвале. Следовательно, третий где? Он на ротации. Он либо поднимается, либо уже поднялся. И посмотрите, что он делает. Его услышать, правда, могли. И он вот сюда заходит. И теперь посмотрите на девайс. Он не может это чекнуть. Это реакция, которая доступна не только капитану, абсолютно любому игроку. Он может понять, сложить 2+2, где находятся враги, и попробовать занять вот такой угол, из которого потом впоследствии жестко сможет подъебать. Давайте посмотрим, получится ли это у Дэна Мишлена. Так, Мэйзи находит Ставна. Ставн зачем-то пошел пушить подвал. Ставн поверил в то, что он самый умный. Ставна здесь не нашли сразу. Но про него подозревали, конечно же. И Мэйзи фейканул уход, да? О, Мэйзи дал просто 2 шажка и стался его контролить. Ставн, как покорный слуга, забайтился и вот так просто открылся. Да. Так, ну что же. Апекс
Я хочу, чтобы ты сыграл. Я хочу, чтобы зрители увидели, на что способен этот угол. Как девайс будет плакать, увидев тебя там, где он тебя не ждет. Ну, блин. Ну, вот, я вас не обманул. Видите, как это выглядит противно? Видите его экран? Видите его экран. Так что пользуйтесь. Пользуйтесь. Ну все, как бы он знает, что Авик там, и тут вот просто сейчас дуэль. Яби против братвы. Давайте смотреть Яби. Первый. Ну, просто с двух сторон его сожрают, да, и тут уже вопрос по докидке. Если докидка Виталити нету, это они на Мэзи на Б бежит. А почему? А потому что вот. Потому что весь раунд здесь стоял Робс. И это вот такая вот противная карта, где даже в самый последний момент, вроде заход уже по первой линии, уже Апекс выбегает, сломя голову, тиммейт также. А из-за того, что Робс под Б, команда может развернуться. Вот что делает Робс. Знаешь, просто двое заходят на Б, 20 секунд, стартовали отсюда. Смотрим, куда мы можем успеть и когда можем успеть. И вот так вот проходим, ставим бомбу. Соответственно, при подсчете буквально 12 секунд с между до Б-планта. Это очень быстрая стяжка. Вот вам пример того, как важен подвал. Я сейчас не беру люркера под Б и его игру, я сейчас беру именно стяжку через подвал. Насколько она страшная для защиты, да? Насколько она быстрая. Так, ну этот раунд уже дело техники доиграть. Да, ну флешку, то, что он дождался, я уже не стал подмечать. Я уверен, что люди на моем стриме, они достаточно опытные и все это сами понимают. Так, ну вообще я в шоке на самом деле. С того, как Виталити легко эту карту играют. Тут я только за Авиком хочу посмотреть. Уже и потихонечку скипать. Вау. Бежит. Это тир-1. Насколько, да? Насколько вот, почему вот он, убив яму, не верит, что чел тут может быть? Ну это да, это жестко, конечно. Здорово, дружище. Приятненько. Так, и давайте смотреть, что у нас, собственно, дальше будет. Я думаю, что они просто вместе соберутся и вместе пойдут, да. Ну, вот там какой-то раунд взяли, окей, неважно. Вообще неважно. Неинтересно. Я хочу посмотреть именно на элементы, что Виталити еще делают. Молик шорт. О! Смотрите, фишку хотели сделать. Вот это, кстати, это и называется... Что называется приручить опорника Б, да? Что делал Робс? Он всю игру кидал молик, хае. И они знали, что он здесь один, особенно когда они занимают воду. Кстати, Мэзи, ты сам себе тушил воду? Вот, преимущество молика Яби, что смог будет вот так ложиться. Соответственно, это преимущество, да, то есть игрок атаки должен будет из смока на вас выходить, если вы как бы выходите на него. Это супер круто. Так вот, по поводу приручения. Что делал Робс? Он там мог нашить, кинуть хаешку, что-то еще. И вот сейчас Апекс делает вид, что он Робс. А Робс, на самом деле, вот здесь. Понимаете, да, как это работает? Еще раз. Робс прячется. Смотрим на Хукси, насколько он к этому не готов. И все. Вот это называется наебали. Единственный момент, что Флеймзи не был готов выходить, из-за этого я бы покрошил. Вот чем опасны любые выходы из этой трубы, может случиться вот так. Поверьте мне, вы не хотите умереть в этой трубе вторым или третьим. Когда стреляют не в вас, а умираете вы. Поверьте, вы не хотите этого. Так, ну и все, тут уже до конца реактят. Знали, где игрок. Апекс кидает какую-то флешку. Давайте посмотрим, какую. Первая, вторая. Ну, просто обычная классика. При этом важно параллельно еще провести определенную работу в миду. Давайте же посмотрим, что это за работа, дорогие друзья. Ранбуст не удался. Вот что это за работа в миду. Первое, это какая-то флеш, чтобы сбить вижен. Второе, это молик на шарике. W jump throw. Здесь решил не тушиться. Вот, и как бы таким образом мы выгоняем оппонентов с этой зоны, да, то есть третью линию мы для себя показываем, что ну, мы как бы здесь есть, мы готовы бороться, но на самом деле это так называемая скрытая атака, да,
То есть скрытая атака, которая идет под Б. Это сложно. Это действительно сложно. Это не тот момент, когда я скажу, это может показаться сложно. Это сложно. Но можно, поверьте мне. На самом деле ничего трудного. Какой молик? Вот этот молик я же только что показал. Встаем в угол, целимся вот так, по краешку. Да, будет джампров. Если тебя интересует молик рапса, то вот молик рапса. Целимся вот так, с 2 кнопок. И когда пробегаем тень, отпускаем. Угу. Так, вот он, геймчейнджер, Папа Штайр. Но он-то знает, что есть еще один игрок в миду. Он-то знает, что есть еще один игрок в миду. Да, вот он. Какая же игра. Ну да, тут сейчас бэкстеп будет. Ну, такое часто на овере происходит, ребят. От этого не застраховаться. Чувак. Ну... Давайте не будем плохом. Большие надежды были. Вне сомнений, бро, вне сомнений. Так, смог с 2 кнопок. Молик на детскую. Угу. Здесь все понятно. Айк здесь стартанул. Здесь тоже все понятно. Антираж на Мунсы. Видите, действия повторяются. Действия повторяются. Когда мы с вами посмотрим уже больше оверов, вы будете его понимать ничуть не хуже меня. Молик, ну опять ленивый антираж от Кукси. Я считаю, что его на этом подъебут рано или поздно. Хаешка против прыжка. Даже против человека, который спотает прыжком, это важно. Понимают, кстати, Астралис, что когда хаешка отсюда летит, то здесь, скорее всего, один. Вот опять Роб, кстати, занимается этой темой. Пару пуль в смог. Прошивы. Видите, и им бесплатно занимают воду Астралис в ответ. Будут уже пытаться подкалывать Мэйзи. Что касается Мэйзи, например, в CSGO эта история работала интересней. Что за смог он сейчас кидает? Один смог кидается вот сюда. Для того, чтобы не видно было там бусты, прыжки и так далее. То есть один смог, он скрывает передвижение от атаки от контров. А другой смог, который сейчас кинет Мэйзи, он наоборот, он как бы показывает, что мы хотим наоборот подвал закрыть вот этим смоком и выйти в шорт. То есть сейчас Мэйзи кидает этот смог для того, чтобы вот эти 2 человека иллюзорно условно превратились в 3, в 4, как в прошлом раунде. А итальцы тем временем будут по миду работу делать. Вот этот смог. И вот теперь непонятно, вот он в шорт хочет выйти, не в шорт, но он в смог просто зайдет, да? То есть это такой наеб. Опять же, да, смог налево, да, смог налево интерпретируется как смог. Охуеть, это они такое занятие подвала делают. Это очень круто. Я такого не видел вообще никогда в жизни. Это ультра круто. Ну, видите, он кидает смог вот сюда, показывая, что он хочет выйти сюда. А на самом деле заходит сюда. То есть вот такие вещи, когда видишь, понимаешь, что ну вот это круто. Это прям... Это очень круто. Чек спот, которым был Апекс на ретейке. В прошлом раунде. Очень сильный оффэнгл. Спасибо, что подметил, Хавасаки. Очень сильный спот для ретейка. Пока смог девятки, тоже можете пользоваться. Крутяк. Ну что, подвал заняли. Теперь идет следующий этап раунда. И вот опять, вот просто, да, опять же, посмотрите. Вот это называется качество, дорогие друзья. Бам. Приятно ли было Штайру? Очевидно, что нет. Очевидно, что он хотел плакать, когда произошло такое событие. Поэтому, если вы хотите подобное событие, просто кидайте флешку, которая взрывается вот так. Бам. И чтобы ее кинуть... Мы посмотрим за игроком, который кидает. Встаете вот так по центру фонтана и кидаете просто по стенке. Бам. Сейчас, секунду. Ну, вы видели, да, что можно сделать? Какую флешку можно тиммейту в подвал кинуть, какие молики можно кинуть в подвал, да. Мы узнали, какие флешки можно кидать на между. Мы с вами узнали, как выкуривать игрока с шариков, то есть исключительно полезные знания. Также мы с вами увидели, как под Б кидать молик шорт, мы увидели, как кидать хае вот сюда, мы увидели, как кидать хае на бочки. Это все исключительно полезные вещи для ваших каток на фейс, типа могут вам набивать больше фрагов. Так, и здесь девайс 1А. Герой пытается сейчас что-то сделать, при том, что его команда вообще в шорте
Села и сидит. Ой-ой-ой, как только они узнают, что это Робс, они поймут, что это А. Ну, может быть, уже поздно. Так, Укси свалил. Робс противный. Все его ждут здесь. Он просто вот сюда идет. Бля, какой мерзкий. Это просто ужас. Как против такого чела играть, я вообще не представляю. Ну, девайс здесь больше одного не убьет. Хотя, если команда вот такие вот... Ну, в принципе, ливай. Ладно, не хочу на это смотреть. Мне не нравится, как девайс играет. Я считаю, что все-таки возраст сделал с ним свою. Столько промахов вот таких вот. Это прям вообще, я прям, ну, я не знаю. Так, форс, короче, не хочу смотреть. Не хочу затягивать. Я думаю, что это будет одна из немногих карт, где вы увидите счет 2, там, 10 или 3-9 именно за сторону атаки, потому что очень тяжело раунды брать за атаку на этой карте. Поверьте мне, вы еще увидите тысячи апсетов, где происходят подобные вещи. Так, ну давайте смотреть, что у нас здесь на Б придумали. Так, Апекс на флешке. В этот раз вот такая флешка, туалетная, так называемая. Так, теперь будет первая просто с прыжка, вторая с разбега, да? Это какая-то имитация, что ли? Нет, он просто будет занимать шорт. Так, смотрим на флешки. Ага, так, флеш. И вот такая докидочная. Во. Смотрим. Вот этот элемент по занятию жарта с вашим тиммейтом, если будете делать, будете кайфовать, будете много убивать, люди против вас будут плакать. Просто поверьте мне. Смотрим еще раз. И смотрим внимательно. Проверяем сверху. Поехали. Флеш. Флеш. Все, мы проверили эту зону, а потом проверили эту зону. Смотрим, как это выглядит со стороны, каждая флешка. Флеш. Мы стоим здесь. Флеш. Мы тоже слепнем. Все моменталки. Вау. Прям рекомендую, ребят. Хотите занять шорт, делайте такое занимание и будете кайфовать. Так, ну, после занимания можно там, да, понятное дело, посмотреть бусты всякие, подождать какой-то ошибки. И вот, наконец-то, молотов, который я ждал. Кстати, тоже эффективный молотов для вас и для вашей команды, тиммейтов, неважно. Хотим выбить воду. И делаем следующим образом. Встаем сюда, в угол, и с шифта отпускаем. Такой молик. Идеально выжигает и вверх, и низ. Очень полезная граната, надо знать. Поможет вам собирать информацию. Но здесь что-то Виталити, знаете, мечту свою лелея, решили проблему гениально. Они подключились к пушу монстра. Ну да, иногда с вами такое будет происходить. Вы будете погибать в спину. Самое смешное, что они заставили Рапса смотреть в этот буст и заставили его вообще здесь задержаться вот этим фейк-ретейком. Это тоже один из древнейших приемов элементов. Вы кидаете молик, показываете всем видом, что вы ретейкаете шорт, а на самом деле вы пушите монстра. Весь мир этим балуется. Ну все, здесь... Опять же, да, вот я заметил, вот Виталити проиграли, вот это, наверное, первый раунд, где реально Витьков переиграли. То есть вот до этого они просто халявили. Кто в их будет винить, Донк или Пакин? Я думаю, 50 на 50, бро. Так, все, кстати, хлопающие флешки на банан, но это все не важно. Так, мотаем, поехали. Пистолетка уже отострались. P250, смог флеш. Называется, ну что, народ, погнали нахуй так. Старческий от пики меда. При этом тут вот такой вот такой вот дядя просто летает по карте. Получает пиздюлей. Угу. А по какой причине? Ага. Это раш подвала. Это очень интересный вид пистолетки. Причем обратите внимание на то, насколько он гибкий. Это пистолетка, где P250 вот здесь вот работает. Не дает челам запушить. Либо задерживает их, стреляет с ними. Как обычно. Ты же не будешь с глока с ямы стреляться вот здесь вот там с шариками, да? А вот P250 можешь. И на это расчет, что чел захочет постреляться, задержится, а мы с подвала быстренько его как бы в ухо намутузим. Все, вот, Мэйзи понимает, байтит на своего тиммейта, Апекс приходит и пошла. Тут просто заруба сейчас. Бам! Бам! Апекс ебашит.
Ну, Апекса завалили. И вот она сработала, эта пистолетка. Тут задача простая. Мы показываем всем силом, что это раш А. Плюс мы деремся с мидом, с первой, второй линии, со второй, третьей линии, прошу прощения. И приглашаем рапса сдохнуть. Вот как выглядит пригласительная на смерть. Вот в этой трубе. Такое, к сожалению, происходит часто. Как видите, Робс был готов. Он был готов. Но приглашение на смерть уже не отменить. И один из вариантов смока в 9. Да? Да, Робс ко всему готов. Его, блядь, не переиграть, забейте. Вообще не парьтесь на этот счет. Так, смок в 9. Прям по первой этой железке. Просто на джамп-роу. Отличный глубокий смок. Не выпуклый, как другие смоки, которые кидаются с руки. Из него тяжелее выбежать. Ну и поехали. Так, ну тут клатч нас уже не особо интересует, хотел я сказать. Ладно. Как ты это выиграл, блин? Расскажи мне, пожалуйста. Уважаемый. Выиграл он это раз. Бля. Я не знаю, как против таких чуваков играть. Так, ну, если австралец возьмут 8, значит они этот должны брать. Логично? Ты охуел? Что ты только что кинул? Ты охуел? А чё с челом? Охуеть. Охуеть. Инстачок это жестко. Давайте, кстати, посмотрим, как норм люди антираш играют. Ну, по микре норм. Вот здесь, видите, все равно отвернулся. Хукси ни разу не отворачивался. Неважно вообще, где он начинал. Угу. Так, а тут Флеймзи, мечту свою лиле тоже, знаете, это особо мозги ебать никому не стал. Просто смачок скинул, говорит, бро, я займу шорт. Окей, поехали. Кстати, вот смог от Астралис. Правильно ведь? Смог для скрытия передвижений. Все, понял. Смотрим, как кинуть смог для скрытия передвижений. Очень удобный ориентир. Встаем к этой стремянке и не стремаемся прицелиться вот следующим образом. Кинуть прыжка и получить результат. Отличный результат, дорогие друзья. Это смог, чтобы скрыть ваше передвижение. Как я уже рассказывал на теории о том, что смог налево означает, что мы хотим выйти вперед, смог сюда означает, что мы хотим зайти и занять подвал. И Мэйзи играл реверсивно. Так, Зайву здесь бредит, что-то в стены смотрит, бывает. Моменталка 4-го поколения, имитирует, что они что-то с мидом делают. Апекс на прыжочках, вообще не боится Михаешек, знает, что там слабый бай. И Робс вот таким образом встает на дереве. Тоже для вас... скажем так, вариант, да, как поставить себя. Привет, Фальконс. Да, смотрели. Смотрели Фалконс уже. Так. И что это у нас здесь? Как мы будем разруливать этот раунд? У нас, получается, Робс идет вперед, Апекс уходит с Б. Почему это происходит? Это классическая ротация. Здесь пока один игрок идет вперед, другой идет на подстраховку. Причем превентивно. Я надеюсь, все знают, что это слово означает. Я более чем уверен, что моя аудитория знает, что это слово значит. Но то, что они дождались этого поджима, это что-то на жестком языке, если честно. Опять же, просто видите, вот как происходит. Он его просто сломал. Звездного игрока, ща мою любимую карту. Ну, как повезло, да? Не, ну здесь просто, смотрите, здесь, когда вы сидите там один или вдвоем, и ваша команда тут где-то... Нет, ваша команда где-то тут гуляет, начинает только сюда заходить, не впадлу должно быть либо выйти с ней, да, пока они проверяют курилку, вы выходите отсюда, либо просто контролить, потому что может быть поджим. Это абсолютно это абсолютная норма. У меня больше что-то вопрос за его. А чем этот демон здесь промышляет, собственно? Ну вот один из древнейших бустов, который работает по сей день. Бустят авики, чтобы убить прыжок за иксом более комфортабельно. Бустят рифлу для того, чтобы и убить прыжок, и попробовать подловить кого-то. И за его просто прицел зашел. Да блин, надоели они девайсу. Не знаю, девайс какой-то, не знаю, какой-то деревянный, что ли. Робс не играл 2 колобаках, просто его с первого вырубит. Да-да-да. Так, ну и что-то Виталити заруинили сей раунд. Ну, давайте посмотрим, какую идею они сделали. Я думаю, что они не будут палить антифорс. Почему-то мне кажется, что они здесь просто уверены, что они выиграют. И не будут палить свой форс. Ну, то есть, да, вот какую-то идею. Я думаю, что палить они ничего не будут. Единственное, вот как бы можно посмотреть, вот, мистера Свага. Ну дайте пострелять, блядь, деду с дробовиком, заебали.
Господи, как же Астралис все долго делают. Ну и правильно, правильно, абсолютно правильно. На этой карте скорость не так важна, как грамотно принятые решения. Вы дадите человеку с трехбоевиком поиграть? Бам! Бам! Блять, такая пушка страшная, просто пипец. Ну, прошли антифорс Астралис, они сделали полную раскидку с длины, я так понимаю. Полная раскидка с длины. Да, полная раскидка с длины с 2 спотов. Сейчас покажу оба пака. Так, пак номер 1. Встаем вот так, к этой стенке. Ждем. Еще один смог на длину. Кидаем смог в банк с дерева и молик за Xbox по вот этой вот черной точке. А, соответственно, с другой стороны, девайс. Так, встаем к этой белой стенке просто по центру. Кидаем вот так смог и вот так молик. Потом там наклипаете, подсмотрите. Крайне эффективные гранаты. Особую эффективность хочу выразить именно не в смоках в хелпу, а именно в моликах, ребята. Это ультраэффективные гранаты, которые важно уметь кидать. Из банана важно их уметь кидать. И с длины важно их уметь кидать. Это очень... Вот такие будут часто пикать. Ну да, нет, тут... ну я не знаю, как тут вообще... О-о-о. Так, Штейр, сделаешь как Зайву? Не сделаешь. Он просто упадет в подвал свой дефолт играть. Так, смотрим дефолт Ябби. О, это что за нестандартный буст такой был? Вам? Все слева бустятся обычно. А он вот тут решил. Увидел ножку. О! Вот, за это спасибо, что Дэн Мишлен такие вещи показывает нам с вами. Как прошить подвал правильно. Встаем вот так. И ставим свой прицел вот так. Это вот эта линия, по которой сами Виталити ходят. Понятно, что урон будет гаситься из-за вот этой стенки, но это правильный прошив подвала по правой линии. Дорогие друзья, пользуйтесь, пользуйтесь. Это очень круто, очень эффективно, очень полезно. И еще полезно, что в ответ еще можно савика долбануть всегда. Так, здесь у нас раунд фишка. Здесь у нас сейчас будет очень много бустов, будут ребуститься. Почему? Потому что они 4Б. И если даже он умрет, все еще будет 3Б. Чуваки захотят выйти на Б, получат пизды. Это такой так называемый байт-сетап. Она всего лишь тут один зайву, причем он там не прыгает за иксом, не пытается собрать информацию. Это просто рискол от команды Талити. И, кажется, надоело им рисковать. Просто решили стянуться. Или нет? Или да? Что-то они тут пытаются понять, где они вообще находятся, судя по всему. Ага. На А. Какие были продвижения на А в этом раунде? Да, мягко говоря, вообще никаких тут Астралис. Очень сильное затишье. И вот он момент. Вот он момент истины. Кто будет кидать флешку Мэйзи? Нет. Будет кидать Робс. А, точнее Апекс. Так, смотрим, как кинуть флешку. Встаем вот к... Ну, для своего тиммейта. Хорошую флешку, конечно, да. Встаем вот к этому люку. Кидаем вот так. FlameZ под нее пикает. Бам. Ну, кто-то оказался не слепым, кто-то слепым. Все, это коммит точку Б. Отличный смог на монстр таймингу. Еще 20 секунд, если придется выходить Астралис либо на 20, либо через шорт. Через шорт будет выйти трудно. Апекс еще и стяжку проверяет вот этим прыжком. Это супер рискованно и нагло. Просто посмотрите на него. Он смотрит, после этой раскидки не стянулись ли люди. И после этого Робс должен принять решение. Если они не стягиваются через подвал, вот это 12-секундная стяжка, как мы с вами говорили, значит, они перешли с шорта на монстр. Раз они не выходят, и будут все-таки выходить 20-ю секунду. И отсюда принимается решение Робса прийти. Ну, тут, наверное, просто вот надо за вот этим братком все-таки смотреть, что он за флешку такую волшебную выдал. Ай, хорошо. И все, и до свидания. Так, ладно. По ротациям поговорили, пообщались, флешки посмотрели. Спириты карту не играли. Да и ладно, Киосуки ебать всех будет, пацаны. Так, здесь FlameZ кидает молик на ходу. Я тоже фанат такого молика. Как видите, он не такой глубокий. И смог тушиться по-другому. Это мелочь, а приятно. Опять пропик шорта. Так, здесь у нас без флешки на длину. Знают, что выжило двое. И Астралис не тратит эту флешку на длину, чтобы не показываться. И будут сейчас играть против Робса. Здесь смотрим на контрстрейфы Робса. Здесь очень сложно. Здесь сумасшедшие тайминги.
Не получает он пизды. Смотрим на смог на X. А, стоп. Зайву? А, он своего Робса спасал. Робс нервничал, что к нему шифтом могут пройти. Окей, босс. Такое бывает. Апекс, да, так, ну здесь получил пизды. Смотрим сразу на реакцию. Реакция это третий Б пришел. Третий, точнее, с Б пришел. Пам-пам-пам-пам-пам. Нужно проверить длину. Прыжок. Увидел всех. И решил не репикать отсюда, потому что знает, что тут АВП. А делает очень умно. Сразу перебегает вот сюда, что является супер крутым решением. Но поздноватым, так как люди уже по стенке шли. И еще стоит отметить Мейзи, который накинул флешку, если я не ошибаюсь. Да. Еще один вариант помочь своим тиммейтам. Подобным образом можно кинуть флешку над хлопой. Когда ваш тиммейт будет выходить отсюда, она взорвется у него над головой, и он сможет всех убить. Но здесь чуть не затаймили. Настолько эффективно и в обратную сторону работает эта флешка также и отсюда. Когда идет выход монстра, вы бежите с А, вы можете кинуть флешку вот сюда, и она взорвется здесь. И ослепит всех абсолютно. То же самое тут. Вы бежите с Б, можете кинуть эту флешку, под нее Апекс может пикнуть, ну тут чуть не затаймили, видите? И это круто. Ну, здесь как будто не успели уже, да? Там чел с Фамасом опять всех ебет. Нету смока, да, в хлопе? Ну получите и распишитесь, нахуй. Так, а вот люркер. Дядя Яби, так называемый. Ну все, это конец раунда, да? Да, конец раунда. Да, флешка имба. Флешка имба, дорогие друзья. Сегодня лайп заявил 26, там хороший молик я. Зачем Робсту шум, мы не договорились. Окей, босс, нам 2 раунда осталось как раз. А ты заяву, да, говоришь? Йоу, это, блин, попробуй задрочить такое. Нифига он жестко это автоматизировал. Бежим. Ставим прицел вот так. Просто бежим, прицел не двигаем. Бежим, прицел не двигаем. Когда пробегаем стенку справа, нажимаем пробел D. Падаем на нижнюю часть скамейки, прицел не двигаем. И все еще на скорости отпускаем. Вау. Вот этого мне не хватало. Это очень круто. А что потушил? Не, они не потушили. Он специально сюда заходит. Это агрессия. Это агрессия. Это они решили поагрессировать. Все, он по... Ах ты какой, блядь. Дядя мальчик на горке, нахуй. Смотри, что делает. Как проверить агрессию? Вспомнить детство. Как проверить агрессию на третьей линии? Нужно просто вспомнить детство. Нужно просто прыгнуть с горки. Ну, это один из вариантов заспотать вот здесь игрока и на шариках. Конечно, по вам могут ебать, но поверьте мне, смог Робса это не потушка теров. Чего? Ты о чем, бро? What are you talking about? Он ничего не тушил. Он просто кинул смог антираж. Это дефолт. Это нужно для того, чтобы ты кидаешь молики. Раз, два. Кидаешь смог. И просто люди, если из него будут выходить, им придется тушиться и выбегать. Ему удобно под этот смог. Если не кидать, он сюда зайдет. Люди могут выйти и его разъебашить жестко. Вот, поэтому я думаю, из-за этого кинул. Но раньше кидали, когда смог был не такой большой, просто 2 молика и дрались. Вот, но я считаю, что то, что он здесь кинул смог, это просто часть меты, да, то есть часть того, как они видят эту карту. Ну, мне так кажется. Может быть, они не договорились. Такая опция тоже присутствует. Но в меньшей степени, давай так. Мне кажется, что они всегда будут его кидать. А иногда, когда они, ну, может, когда-то не будут кидать. Фиг его знает. Здорово, здорово. Так, а как они этот раунд проиграют? Давайте пофигу на интеряк. Ну вот, когда вы можете делать вот такие вот вещи, как бы все в вашей жизни налаживается. Все. Команда стягивается. Яби типа, я сейчас соло сыграю. Оп. Флешки нету. Флеймзи в ахуе с такой дерзостью. Он вообще флешку ждал, шорт там что-то смотрел. Ну, чувак просто так выходит. Всех кладет. Но это не особо интересно, я вам честно скажу. А какой итоговый счет? 12-8? Если итоговый 12-8, это жестоко. Так, как девайс нашел энтри по Зайву? Это очень интересно. Ну Зайву пикнет между сейчас, да? Как он погибнет. Ну, его просто ждали. Опять же, да, почему девайс его ждал, я уже, ну, как бы рассказывал, уже показывал, что у нас кидается смог на Xbox. Вот смока на Xbox, сюда кидается флешка или молик, или можно просто подождать, пока Авик сам на тебя выйдет. Поэтому что мы должны с этого всего вынести? Правильно, смог на Xbox. Точнее, блядь, почему я называю его Xbox? На X смог.
Вот. Отсюда кидается так же, как кидается молик на шарике. Вот там вам покажет сейчас. Встаем сюда и просто джампрол. Подобным образом. Отличный смог. И вот просто человека заставили зайти в прицел. Он сам в прицел зайдет. Отлично. В чем смысл доп давать по 2 молика, если они забиваются на хотели старт, впрочем, без ТС не понять точно. Слушай, я думаю, сейчас опять же, да, что этот смог, он просто как часть того, что они постоянно кидают. И чтобы у людей увести подозрение, что эти 2 молика, и мы идем драться. Типа, да, 2 молика, но тут все тот же смог. Вот, понимаешь? Мне вот так кажется почему-то. Так, смотрим, что у нас дядя Дробовик тут устроил. Блять. Дядя Дробовик, ты что делаешь? Это очень жестко. Так, мотаем. И здесь у нас... Вот он, кузнечик. Кузнечик узнал информацию, что перебивают шорт. И подумал, что окей, Зайву мертв. Знает, что много Б. Занимает вот такой спот. Конечно же, Мэйзи его хрен проверит. Ну, он так, он, знаете, он дочекал, но, знаете, для приличия как будто. Смотрите, тоже вам момент. Всегда право проверяйте. Видите, он банк смотрит. Всегда проверяйте право. То есть вот момент. Знаете, оп, проверяет толчки. Проверяет правую клумбу, проверяет длину. И вот еще один пик должен быть. Видите, как сейчас? Раньше видно было, а сейчас вот так. Вот надо проверять. Это опыт Мэйзи, который для вас, как скажем, мы здесь извлекли. Вот теперь раньше было видно здесь игрока. Вот здесь мог встать, его можно было сразу проверить с хлопы. Сейчас все не так. Так, и последний раунд с вами смотрим. Это раунд с 2. Как это Астралис проигрывают. Все, смотрим, как проигрывают, и я удаляюсь для вынесения вердикта, дорогие друзья. Как это проиграть? Что нужно сделать? Ой-ой-ой-ой-ой, вот это уроды, прикиньте. Я только вспомнил, действительно же обузили вот эту историю. Ты же с прыжка раньше супер мог легко стрелять с МП-9, и это все обузили. Ты приходишь сюда, прыгаешь, чел под тобой тоже прыгает, и если люди в шорте, ты их просто, ну вот, сжираешь их. Они плачут. А сейчас пофиксили МП-9. Так, все, окей, теперь делают второй пуст. Яби достаточно близко играет против Эко. Почему-то он играет очень близко. Так не должно быть. Должен вдалеке стоять 100%. За его ебучку отрезали. Компьютерный игрок S2. А как его отсюда отпустили вообще? Почему остались без бомбы до сих пор? Одни вопросы. Ответов так мало. Так мало. И это неужели это просто будет... Он подул на молик. Он все, его не проверят, он грязь сделает. Что? Чел на Б выходит? Подождите. Я точно помню, что 8 раундов. А как? Не, это, наверное, что-то перепутали. Как? Все, они заняли плент. Яби дубль. Апекс из-за того, что был в этом споте, все же сделал грязь, зашел очень быстро в спину. И убил девайса, который докидывал смог. И не победил. Ну, когда у тебя капитан с таким высоким IQ, тут, знаете, особо много делать ничего не надо. Вот я клянусь, 99% игроков побежали бы либо за калашом, либо спрыгивать и помогать своим. Посмотрите, что он сделал. Посмотрите на Штайра. Штайр знает, что он выходит с подвала, и вот траектория, чел вперед всегда бежит. Смотрите, что он делает. Он стоит в энгл вот такой вот. Ну, это гений. А еще буст хелпе для рапса. Тоже. Посмотрите, пожалуйста, ознакомьтесь. I don't believe this. Кукси пытается взять изолированный файт. Тоже падает. Так, какие зоны на оверпассе тактически цены, как по аналогии с, например, Дастом, Лонг, Нижний Тэш, категория оверпассе, какие кон? Да, я показывал коннектор, шарики, между плюс толчки. Это вторая линия, это третья линия, вот она. И первая линия. Все это не работает без коннектора, обязательно нужен коннектор. И вот эта проходная зона, здесь тоже долго оставаться нельзя, это вода. Так что вот такой вот первый у нас разборчик. Девайс дверь не закрыл. А должен ли был он ее закрывать? Да, должен был. Бля, он такой деревянный, мне он так не нравится. И будет и запись стрима, и видео будет. Но он чуть не дождался. Ладно, ребята, вот такой вот оверпасик. Я думаю, что мы с вами увидимся в ближайшее время. Всех обнял и увидимся с вами очень скоро.